Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас приготовила вот такие вот коротенькие носочки, связанные на 3 спицах. Они абсолютно бесшовные, с такой вот вывязанной пяточкой. Пятка называется бумеранг. Интересным очень узором по мыску. Раппорт данного узора в ширину составляет 4 петли, плюс 3 петли для симметрии. В высоту составляют 11 рядов. Но они настолько легко запоминаются, что вы после первого раппорта запомните сразу же раппорт узора. У меня здесь по мыску получается вывязано 5 раппортов в высоту. В ширину 4 раппорта. Данные носочки я вяжу на размер ножки 37-38. Но в видео я каждую деталь вам буду показывать и измерять в сантиметрах. Каждую деталь вы примеряете на свою ножку и регулируете данный носочек под свой размер ноги. Изначально данный носочек вывязывается с самого мысочка, затем прибавляются петли и параллельно вяжется мысок и подошва. В ширину мои носочки будут состоять из 38 петель. На одной спице будет 19 петель и на второй спице будет 19 петель. Данные петли вы также регулируете под свою ногу. Если вам достаточно этого количества петель, тогда вяжите так же, как и у меня. Если вам, допустим, много либо мало, тогда регулируйте эти петли. Только по мыску смотрите, чтобы эти петли хорошо легли в ваш узор. Поэтому можете по мыску связать либо меньше, либо больше на один раппорт. Можете вместо 3 изнаночных петель вывязать по 2 изнаночные петли. Здесь все регулируется индивидуально. Далее вывязывается пяточка, манжет и резиночка. Если вам не хватает подъема, тогда можно вот в эту часть после пяточки добавить пару петель с каждой стороны пяточки, и у вас подъем увеличится. В видео я все вам показываю, рассказываю. Данные носочки я вяжу из пряжи Alizella Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3 миллиметра. Носочки получаются без единого шва. Расход составляет 60 грамм. Если вам понравилась данная модель, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 10 петель. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я провяжу изнаночными. Последняя петля вяжется также изнаночной. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провяжу лицевыми. После того, как мы с вами провязали 2 ряда, сейчас мы по этому наборному краю будем поднимать 10 петель. С помощью крючка сейчас будем набирать петли. Наборная ниточка и рабочая располагаются в правом углу. И теперь ввожу крючок в каждую кромочную петлю за 2 дужки. Я поднимаю 10 петель. И таким образом поднимаете все 10 петель до конца ряда. Далее вот эти вот петли, которые мы поднимем, перенесем на нашу вторую чулочную спицу. Вот таким вот образом у нас сейчас на данный момент выглядит наше вязание. Это начало нашего мыска. Переворачиваем. Получается, рабочая ниточка располагается в правом углу, кончик от наборной нити располагается в левом углу. И теперь мы будем поочередно провязывать одну и вторую спицу. При этом добавлять будем петли. Первая петля провязывается лицевой, кромочных петель у нас здесь нету. Сразу после первой петли я обвиваю пальчик рабочей ниточкой и набрасываю петлю на правую спицу. Таким образом мы с вами добавили одну петлю.
Далее все петли мы вяжем лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда. У нас осталась на левой спице одна петля. Также обвиваем пальчик рабочей ниточкой, набрасываем эту петлю на правую спицу. И последнюю петлю с левой спицы мы также провязываем лицевой. Переворачиваем вязание и теперь будем вязать петли вот на этой спице. Первая лицевая петля. Обвиваем рабочей ниточкой пальчик, набрасываем петлю дополнительную на правую спицу. Далее все петли мы вяжем лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда. У нас осталась на левой спице одна петля. Также обвиваем пальчик рабочей ниточкой, набрасываем эту петлю на правую спицу. И последнюю петлю с левой спицы мы также провязываем лицевой. Мы с вами провязали первый ряд. Получается, сначала одну спицу, потом вторую. При этом добавили 4 петли. Вот здесь вот, где стык идет, меняем спицу одну на вторую, хорошенько подтягивайте ниточку, чтобы не образовывалось протяжек. Вяжем второй ряд. Все петли мы вяжем лицевыми. Накиды мы вяжем лицевыми скрещенными за короткую стеночку петли. На первой спице я все петли провязала. Теперь переворачиваем и приступаем к вязанию петель на второй спице. Первая петля лицевой, ниточку хорошенько подтягиваем. Далее вот у нас идет накид, мы вяжем его за верхнюю короткую стеночку лицевой скрещенной петлей. И далее все петли лицевыми. В конце также накид мы вяжем за короткую стеночку петли. Последняя петля лицевой. Мы с вами провязали второй ряд, и теперь, чередуя первый и второй ряд, мы будем добавлять необходимое нам количество петель. Я буду добавлять, пока у меня на каждой спице не получится 19 петель. Давайте еще раз с вами провяжем. Первая петля вяжется лицевой, ниточка хорошо подтягивается. Далее обвиваем пальчик рабочей нитью и набрасываем эту петлю на правую спицу. Далее все петли я вяжу лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда на данной спице. У нас осталась одна петля на левой спице. Я также обвиваю пальчик рабочей ниточкой и набрасываю эту петельку на спицу правую. Последняя петля также лицевой вяжется. Переворачиваем вязание. Первую петлю провязываем лицевой, хорошенько подтягиваем ниточку. Дальше обвиваем рабочей ниточкой наш пальчик и набрасываем эту петлю на правую спицу. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда. У нас осталась одна петля на левой спице. Я также добавляю одну петлю на правую спицу. И оставшуюся петлю с левой спицы провязываю лицевой. Это мы с вами провязали третий ряд. Получается четвертый ряд. Вяжем все петли лицевыми. Накиды провязываем лицевыми скрещенными. Сначала на одной спице все петли провяжем, затем на другой спице все петли провяжем. Встретимся, когда вывяжем весь четвертый ряд. Я вывязала, получается, четвертый ряд, и у меня сейчас на каждой спице находится по 14 петель. Самостоятельно сейчас провяжем еще 4 ряда. В пятом ряду мы добавим еще 4 петли. В шестом ряду мы все петли вяжем лицевыми, накиды вяжем лицевыми скрещенными. В седьмом ряду мы еще 4 петли добавим. И восьмой ряд мы также все петли вяжем лицевыми. И у нас получится на каждой спице по 18 петель. Встретимся в начале 9 ряда. Мы, получается, с вами провязали 4 ряда самостоятельно, и у меня сейчас на каждой спице находится по 18 петель. А нам нужно, чтобы у нас находилось на каждой спице по 19 петель. Приступаем к вязанию. Первую кромочную петлю мы провязываем лицевой. Дальше мы добавляем одну петлю
И все петли мы провязываем лицевыми. В конце ряда мы не добавляем вторую петлю, так как она нам не нужна. На одной спице мы провязали все петли, добавили одну петлю, переворачиваем вязание и теперь будем приступать к вязанию второй спицы. Первая петля лицевая. Далее обвиваем пальчик рабочей нитью и набрасываем эту петлю на правую спицу. И далее все петли мы провяжем лицевыми. Также в конце мы петлю никакую не добавляем. Следующий ряд мы провяжем просто петли лицевыми. Те петли, которые мы добавляли, провяжем лицевой скрещенной. У нас сейчас находится по 19 петель. Я вывязала эту часть, где составляли наши прибавки. Если померить в сантиметрах, вот эта вот самая широкая наша часть 7,5 сантиметров. В самом начале примерно это было 4 сантиметра. Высота на данный момент также 4 сантиметра. Я перенесла мою заготовочку на спицы круговую. И смотрите, каждую часть вы примеряете на свою ножку и ориентируетесь по своей ноге. На данный момент вот таким вот образом сейчас должна выглядеть ваша заготовочка. И теперь после того, как мы связали вот эту вот часть, мы будем вывязывать другим цветом уже узор. Я ниточку фиолетового цвета обрезаю, кончики все прячем по изнаночной стороне самостоятельно. И сейчас буду присоединять ниточку горчичного цвета. Я вот связала два кончика, чтобы ниточка никуда у нас не ускользнула. И сейчас один ряд мы провяжем все петли лицевыми на одной и на второй спице. Довязывайте таким же образом все петли на первой спице и потом на второй спице. Мы с вами перешли на ниточку второго цвета и сейчас будем приступать к вывязыванию нашего узора. Раппорт узора состоит из 4 петель в ширину плюс 3 петли для симметрии. Первый ряд. Вяжем 3 изнаночные петли, хорошенько встыкивая здесь вот, подтягиваем ниточку. Далее делаем накид, 1 лицевая. Данные 4 петли и накид составляют раппорт узора в ширину. Теперь повторяем. 3 изнаночные, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид, 1 лицевая. И в самом конце у нас остается 3 петли, это 3 петли симметрии, мы вяжем их 3 изнаночные. Мы с вами распределили петли под узор. Переворачиваем вязание и петли на второй спице, это еще является наш первый ряд, провязываем все лицевыми. Мы с вами теперь вывязали первый полностью ряд. Сначала одну спицу, затем вторую спицу. Петли на второй спице мы всегда вяжем лицевыми. Узор будем вывязывать только на спицы, которые относятся к мыску. Второй получается, и все четные ряды мы вяжем все петли по рисунку. Как они располагаются, так мы и вяжем. Накиды провязываем за длинную стеночку лицевой петлей. Давайте один раз я вам покажу, далее будете вязать самостоятельно. Второй ряд. 3 изнаночные петли. Рабочая ниточка располагается перед вязанием. Далее у меня идет накид, я его провязываю за длинную стеночку лицевой петлей. И далее еще 1 лицевая. Получилось 3 изнаночные, 2 лицевые. Далее обратно 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. И таким образом вяжем все петли по рисунку, довязываем ряд до конца. Сначала все петли на первой спице, как петли наши располагаются, так мы и вяжем.
Затем все петли на второй спице. На второй спице провязываем все петли лицевыми. Встретимся в начале третьего ряда. Третий ряд, рабочая ниточка располагается перед вязанием. 3 изнаночные петли мы сначала вяжем. Затем 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Данные 5 петель и накид составляют раппорт узора в ширину. Сначала у нас петли будут добавляться, затем мы их будем убавлять. Повторяем: 3 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, накид, лицевая. И в самом конце у нас осталось 3 изнаночные, это петли симметрии. Переворачиваем вязание, и петли на второй спице мы вяжем все лицевыми. После того, как мы закончим вязать третий ряд, приступим к вязанию четвертого ряда. И как мы помним, все четные ряды мы вяжем по узору. Как наши петли располагаются, так мы и вяжем. Накиды мы вяжем лицевой скрещенный. Получается, у нас в четвертом ряду будет провязываться 3 изнаночные петли, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые. В самом конце заканчиваем 3 изнаночными. Петли на второй спице лицевыми. Заканчиваете третий ряд и полностью самостоятельно вяжете четвертый ряд. Встретимся в начале, получается, пятого ряда. Приступаем к началу пятого ряда. Рабочая ниточка располагается перед работой. Изначально мы провязываем 3 изнаночные петли. Рабочую ниточку хорошенько подтягивайте в стыке. Далее вяжем 2 лицевые, накид, 1 лицевая. Данные вот эти вот петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем: 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая. И в самом конце у нас остается 3 изнаночные петли, это наши петли симметрии. Далее заканчиваете пятый ряд, провязываете все петли на второй спице лицевыми. И шестой ряд провязываете также самостоятельно. Как петли наши располагаются, так мы и вяжем. Получается, будет у нас 3 изнаночные петли, 4 лицевые. Накиды провязываете за длинную стеночку лицевой петлей. 3 изнаночные, 4 лицевые. В самом конце 3 изнаночные и вторую спицу все лицевыми. Получается, довязываем пятый ряд и полностью вяжем шестой ряд. Встретимся в начале седьмого ряда. Мы с вами провязали 6 рядов. Это половина нашего раппорта. Теперь оставшиеся 6 рядов с 7 по 12 ряд мы будем убавлять петли. Рабочую ниточку располагаем перед работой. Провязываем 3 изнаночные петли. Следующие 2 петли мне надо провязать 2 вместе с наклоном влево. Для этого я первую петлю переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала снизу. Вторую петлю провяжу лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Далее провязываю 2 лицевые петли. Данные вот эти вот петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем: 3 изнаночные петли, одну петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала снизу, вторую петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Далее 2 лицевые петли. Повторяем: 3 изнаночные петли,
Первую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала снизу. Далее провязываю 1 лицевая, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Далее 2 лицевые. И так повторяем до конца ряда. Довязываем 7 ряд до конца. Получается, на второй спице вяжем все петли лицевыми. 8 ряд вяжем самостоятельно. Как петли наши располагаются, так мы и вяжем. Получается, у нас будет по мыску вязаться 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые и так далее. Вот эти вот петли на второй спице постоянно вяжем лицевыми. Встретимся в начале 9 ряда. 9 ряд, 3 изнаночные петли, следующие 2 петли мне надо провязать вместе с наклоном влево. Для этого я первую петлю переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала снизу. Вторую провязываю лицевую. Теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Далее 1 лицевая. Вот эти вот петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем 3 изнаночные. Первую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала снизу. Вторую провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Далее 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая. В самом конце у нас петли симметрии, 3 изнаночные. Довязываем 9 ряд до конца, вторая спица все лицевые. И далее, после того, когда провяживаете весь 9 ряд, приступаете к самостоятельному вязанию 10 ряда. Получается, в 10 ряду у нас будет провязываться мысок 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. Вторая спица все лицевыми. Встретимся в начале 11 ряда. 11 ряд, 3 изнаночные петли. Следующие 2 петли мне надо провязать вместе с наклоном влево. Для этого я первую петлю переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала снизу. Вторую петлю провяжу лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Данные 4 петли составляют раппорт узора в ширину, те петли, с которых мы начинали. Далее повторяем 3 изнаночные петли. Одну петлю переверну, вторую провяжу лицевой и первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. 3 изнаночные, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 петли вместе с наклоном влево. В самом конце у меня остается 3 петли, это 3 петли симметрии, мы вяжем их 3 изнаночные. Далее петли на второй спице провязываем все лицевыми. Так мы с вами довязываем 11 ряд до конца. И 12 заключительный ряд вяжем самостоятельно, как петли располагаются, так мы и вяжем. У нас будет по мыску идти 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая. В самом конце 3 изнаночные и петли на второй спице все лицевые. Встретимся в конце 12 ряда. Мы с вами провязали 12 рядов раппорта. Вот такие вот капельки у нас с вами получаются по мыску. На данный момент моя заготовка составляет 7 сантиметров. Если посмотреть на готовом таком вот носочке, мы с вами вывязали
всю фиолетовую часть и вот один раппорт. Далее самостоятельно повторяете с 1 по 12 ряд. Нам нужно провязать второй раппорт и третий раппорт. И 4 ряда 4-го раппорта у нас всего с вами получится 1, 2, 3 полноценных раппорта и 4 ряда 4-го раппорта. Вот по щиколотку ноги наше полотно должно получиться. Далее мы с вами будем вывязывать пяточку. Встретимся, получается, в 5-м ряду 4-го раппорта. Я вывязала, получается, 3 раппорта и 4 ряда 4-го раппорта. Вот таким вот образом у меня сейчас на данный момент выглядит мой носочек. Если померить в сантиметрах, примерно это получается у меня сейчас на данный момент 16 сантиметров. Сейчас я перенесу на круговую спицу и померю данную заготовочку на манекен ножки. Вот таким вот образом у вас должна выглядеть ваша заготовка. И в растянутом виде эта заготовка должна доходить до щиколотки вашей ножки. Если вам недостаточно этих раппортов, которые я связала, тогда вяжите либо больше, либо меньше. Именно вот эта вот длина регулирует размер вашей ножки. Сейчас мы будем с вами вязать только петли, которые относятся к стопе. Вот эти вот петли, которые относятся к мысочку, отложим их, мы их не будем на данный момент вывязывать. Получается, у меня здесь на этой спице находится 19 петель. Мы это число должны разделить на 3 части, но так как на равные части это число не делится, вот эти вот боковые части должны у нас быть обязательно равные. Поэтому я на боковые части отдаю по 6 петель, и в серединке у меня остается 7 петель. Я сейчас складываю 6 с одной стороны петель и 6 с другой стороны петель. Итого у меня получается 12 петель. И сейчас мы обычным ровным полотном ниточкой фиолетового цвета провяжем 12 рядов. Вы рассчитываете таким же образом. Смотрите, у нас вот эта вот последняя петля, которая находится на спице, должна быть провязана изнаночной петлей. Поэтому я сейчас сниму эту петлю, спущу на один ряд ниже и провяжу изнаночной. Вот таким вот образом. Прикладываю ниточку фиолетового цвета, первую петлю провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, ниточки все подтягиваем. И далее все петли нам нужно провязать изнаночными, чтобы у нас получалась лицевая гладь. Последняя петля на левой спице провязывается также изнаночной. Второй ряд у нас идет по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я провяжу лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении вот этих вот рядов 12 будет провязываться изнаночной петлей. Мы с вами провязали 2 ряда. И так мне надо провязать 12 рядов. Получается, где у нас изнаночная сторона идет, мы вяжем все петли изнаночными. Где у нас лицевая сторона идет, мы вяжем все петли лицевыми, чтобы у нас получалась лицевая гладь. Последняя петля и в лицевом, и в изнаночном ряду провязывается изнаночной петлей. 2 ряда мы с вами вместе провязали. Еще я самостоятельно провяжу таким вот образом 10 рядов. Вы вяжете столько рядов, сколько вы рассчитали. И после того, как мы с вами вывязали, в моем случае 12 рядов ниткой фиолетового цвета, если померить в сантиметрах, это провязано 3,5 сантиметра. Общая заготовочка моя 19,5 сантиметров. Сейчас получается, нам обратно нужно поделить вот эти вот все петли на 3 части. Как мы помним, боковые части у нас составляли 6 петель, центральная часть 7 петель. И сейчас нам надо вот эти вот боковые части, состоящие из 6 петель, убавить. До того, пока у нас не останется на спице центральная часть, состоящая из 7 петель. Первый ряд убавления петель для пяточки.
Первую петлю я снимаю, далее я вяжу изнаночными петлями. Вторая, третья, четвертая, пятая и шестая петля. Одну часть петель мы с вами провязали. Теперь приступаем к центральной части. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, и между шестой и седьмой петлей мы вешаем маркер. И получается, сразу после маркера вяжем седьмую и восьмую петлю одной изнаночной. Так мы вяжем во всех изнаночных рядах. Переворачиваю вязание, первую петлю снимаю, она у нас как кромочная, маркер перебрасываю, и далее вяжем уже лицевыми петлями. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, и также с этой стороны между шестой и седьмой петлей я вешаю второй маркер и провязываю седьмую петлю и восьмую во всех лицевых рядах одной лицевой петлей. Таким образом мы с вами будем убавлять боковые петли. Давайте еще раз повторим. Переворачиваю вязание, первую кромочную петлю я снимаю, рабочая ниточка перед работой, маркер перебрасываю, и далее до второго маркера я вяжу все петли изнаночные. Второй маркер перебрасываю. И сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной. Переворачиваю наше вязание, первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю первый, и до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой. Так мы вяжем все лицевые ряды. И таким образом, чередуя лицевые и изнаночные ряды, мы с вами будем убавлять вот эти вот все боковые петли, пока у меня на спице не останется 7 центральных петель. Я убавила все боковые петли, у меня сейчас на спице находится 7 центральных петель. Маркер я также сняла. Далее ниточку фиолетового цвета мы обрезаем и будем продолжать вязать ниткой горчичного цвета, ту, которую мы с вами оставляли. Если примерить на манекен ножки, смотрите, пяточка должна хорошо у вас сидеть на ножке, и по сути стопа наша готова. Вот таким вот образом на данный момент выглядит наш следок. Если посмотреть на манекен ножки, мы с вами вывязали вот эту вот пяточку. И сейчас вот по краю мы будем поднимать петли. Нам сейчас нужно поднять по 6 петель, которые мы с вами убавляли. Но если у вас вот здесь вот в подъеме ножка широкая, можете, допустим, здесь с каждого края с одной и со второй стороны поднять не по 6 петель, а на пару петель с каждой стороны больше. И вывязывать вот эту вот часть именно больше, чем была ваша стопа. За счет этого у вас подъем ваш увеличится. Поэтому я сейчас вот здесь вот из каждой кромочной петли буду поднимать одну петлю. Если вы захотите вот эту вот часть связать побольше, тогда равномерно поднимите на пару петель больше именно вот в этой части с одной и со второй стороны. Получается, берем ниточку горчичного цвета, и у нас сейчас идет 5-й ряд. В моем случае у вас это может быть другой ряд, на котором вы закончили вывязывать ваш мазочек. Получается, у меня идет 3 изнаночные петли, 2 лицевые, накид, 1 лицевая. Данные петли являются раппортом узора в ширину. Повторяем: 3 изнаночные петли, 2 лицевые, накид, 1 лицевая. И так мы вяжем до конца левой спицы. Петли мыска вот я провязала. Теперь мне нужно поднять петли по вот этому краю. Буду поднимать 6 петель и одну петлю подниму из центра, чтобы у нас в стыке не образовывалось дырочек. Если вы, допустим, решите, что вам нужен подъем побольше, тогда поднимайте больше на пару петель с каждой стороны. Подхватываю дужку кромочной петли. Вот первая, вторая,
третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая петля я подниму из протяжки. Вот седьмая. Далее я эту петельку убавлю. Вы смотрите, можете убавлять, если вам не нужна она. Если вам надо дополнительные петли, тогда не убавляйте. Далее вот эти вот петли я сейчас, чтобы мне было удобнее, перенесу на вот эту вот спицу, на которой располагается наша пяточка. И провяжу вот эти вот 7 петель, которые мы только что подняли, лицевыми скрещенными за короткую дужку петли, хорошенько подтягивая нить. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Далее вот эти вот центральные 7 петель я провяжу просто обычными лицевыми петлями. И таким же образом мы с этой стороны также поднимем. Я, получается, 6 петель подниму по краю и одну из центра. Можете делать это все крючком. Вот получается первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Далее вот эти вот петли я перенесу на чулочную спицу и провязываю их лицевыми скрещенными. Вот таким вот образом довязываем петли до конца. Вот таким вот образом у меня сейчас выглядит мое вязание. Далее продолжаем вязать рисунок. Я, получается, закончила вязать на 6-м ряду. 5 рядов я провязала. И сейчас мне нужно вязать 6-й ряд. 3 изнаночные, 4 лицевые. Накиды провязываем за длинную стеночку. Вот эти вот петли являются раппортом узора. Далее обратно 3 изнаночные, 4 лицевые. И таким образом продолжаете вывязывать полностью весь 6-й ряд. После того, как мы закончили вязать ряд для мыска, переворачиваем наше вязание. И как мы помним, нам нужно убавить здесь петли, которые мы набирали со стыка. Поэтому я сейчас вот эти вот 2 петли провяжу вместе одной лицевой, хорошо подтягивая ниточку. Далее все петли я вяжу лицевыми, не довязывая 2 петли до конца ряда. У меня остается 2 петли на левой спице, я их провязываю за верхние правые стеночки одной лицевой. Таким образом мы с вами убавили 2 петли, одну в начале, вторую в конце. Далее я закончу 4-й весь раппорт, и весь 5-й раппорт я также свяжу самостоятельно. Если посмотреть на готовом носочке, мы, получается, вывязываем сейчас вот этот вот 4-й раппорт, и 5-й раппорт я провяжу самостоятельно. У меня мой манжет до резиночки составляет примерно 6,5 сантиметров. Если вы вот этот именно манжет захотите связать больше, тогда вяжите больше, как вам больше нравится. Резиночку также можно регулировать. Встретимся, когда я полностью довяжу 4-й раппорт и свяжу полностью 5-й раппорт. Повторяя, получается, с 1 по 12 ряд. Я, получается, довязала 4-й раппорт до конца и полностью связала 5-й раппорт. Перенесла на круговую спицу, чтобы вам на манекене показать, как должны носочки на данный момент смотреться. Вот таким вот образом смотрятся наши носочки на манекене ножки. По моему подъему вот это вот количество петель хорошо. Далее, получается, ниточку я обрезаю, прячу по изнаночной стороне, присоединяем нитку фиолетового цвета и будем вывязывать резинку. Но перед тем, как вывязать резинку, я добавлю еще 8 петель, потому что узор наш расширялся, а резинка будет вязаться 1 на 1, и расширения там никаких нету. Поэтому мы в резиночку добавим 8 дополнительных петель, чтобы она у нас хорошо сидела на ножке, не сильно туго была, но и не спадала.
Беру нитку фиолетового цвета, я закрепила узелочком с ниткой горчичного цвета, которую мы только что обрезали, и будем вывязывать, получается, резинку. Сейчас первый ряд мы с вами провяжем просто лицевыми петлями, добавляя необходимое количество петель. Я планирую добавить в резиночку 8 петель, поэтому на одной спице я должна добавить 4 петли и на второй спице добавлю 4 петли. Так как у нас здесь 4 вот таких вот раппорта, как раз таки в этих лицевых петлях я и добавлю петли. Провязываю 3 лицевые петли за правые стеночки. Из следующей петли мне надо вывязать 2 петли. Сначала за правую стеночку я вывязываю лицевую петлю, затем за левую нижнюю стеночку я провязываю вторую лицевую петлю. Далее обратно 3 лицевые. И из следующей петли мне надо обратно вывязать 2. Сначала за верхнюю стеночку вывязываю 1 лицевую, затем за нижнюю стеночку вывязываю вторую лицевую. Таким образом мы с вами добавили уже 2 петли. Далее 3 лицевые. Добавляем третью петлю. 3 лицевые. Добавляем четвертую петлю. И 3 лицевые. Мы с вами добавили в данном ряду 4 петли. Таким же образом нам нужно добавить петли на второй спице. Провязываем 3 лицевые петли. Из следующей петли я вывяжу 2 лицевые петли за верхнюю стеночку и за нижнюю стеночку. Дальше 3 лицевые, обратно из одной 2 за верхнюю стеночку, за нижнюю стеночку. 3 лицевые. Обратно за верхнюю стеночку, за нижнюю стеночку. 3 лицевые. И добавляем последнюю петлю. 3 лицевые. Мы с вами добавили, получается, 8 петель. И теперь приступаем к вывязыванию резинки 1 на 1. Первый ряд резинки вяжем 1 лицевая петля, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом довязываем все петли на данной спице, чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную петлю. Я провязала все петли на первой моей спице, закончила 1 лицевой, переворачиваю вязание и приступаю к вывязыванию второй спицы. Начинаю уже, получается, с изнаночной петли. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. И таким образом довязываем полностью весь ряд. Первый ряд резинки я провязала. Закончила вязать изнаночной петлей, и далее я еще провяжу 7 рядов самостоятельно. В итоге у меня получится вывязано 8 рядов вместе с этим рядом. После этого мы будем с вами закрывать петли. Я провязала 7 рядов самостоятельно. В итоге моя резиночка состоит сейчас из 8 рядов, связанной резинкой 1 на 1. В сантиметрах это составляет примерно 3 сантиметра. Далее мы с вами закроем все петли. Первую петлю я провязываю лицевой, вторую петлю я также провяжу лицевой за правую стеночку. И теперь я первую петлю подхватываю спицей, набрасываю на вторую и спускаю. Следующую петлю провязываю лицевой, первую петлю подхватываю спицей, набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом мы закрываем все петли. Только смотрите, закрывайте не сильно туго, чтобы край наш был эластичен и нога проходила хорошо в отверстие. Вот такая вот ровненькая косичка у нас получается. Таким образом закрываем все оставшиеся петли, пока у нас на спице не останется вот такая одна открытая петля. После того, как мы закрыли все петли, у нас осталась одна открытая петля, нитку рабочую я обрезаю,
продеваю в эту петельку и затягиваю. Далее я крючком соединю ближайшие петли, примерно вот таким вот образом, протяну на изнаночную сторону и спрячу кончик. И у нас с вами получились вот такие вот коротенькие носочки. Смотрится очень красиво, вяжется несложно. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.